пасхальный итальянский кулич, невероятно вкусный и нежный. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас, в канун наступающего праздника Светлой Пасхи, я хочу приготовить вот такие замечательные итальянские панеттоне. Вообще панеттоне – это, конечно, рождественский хлеб в Италии, но он настолько похож на наши куличи, что, конечно, прижился уже и у нас. И мы часто готовим такие куличи на Пасху, именно итальянские панеттоне. И сегодня я предлагаю вам мой рецепт панеттоне, по которому он у вас точно получится. Он такой ароматный, легкий, душистый. Я уверена, он всем понравится. Тесто для панеттоне очень сдобное, пряное, живое, пропитанное ароматами цедры и цукатов. Уверена, что приготовив на Пасху панеттоне, вы точно порадуете всех своих родных и близких. Получается такой пасхальный итальянский кулич, невероятно вкусный и нежный. Друзья, вы только посмотрите, какой этот кулич удивительный, какое здесь тесто. Вы чувствуете? И я сейчас его просто вот так вот руками буду разрывать. Посмотрите. Вы видите, как он разрывается на волокна? Какое получается пышное, очень воздушное тесто. Это именно характерно для панеттоне. Вот такое тесто. И эти куличи могут храниться очень долго и оставаться очень долго вот такими ароматными и мягкими. Начинать готовить панеттоне надо с вечера. Приготовим опару. Для нее мне понадобится 7 граммов сухих дрожжей, 10 граммов сахара, 90 граммов муки и 185 миллилитров теплой воды, примерно 38 градусов. В миску вливаю теплую воду, добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю. Сразу же просеиваю муку и снова хорошо перемешиваю. Миску с опарой я закрываю пищевой пленкой и отправляю миску в теплое место. Обычно я ставлю и тесто, и опару в микроволновку. Рядом ставлю стакан с горячей водой. У меня получается такой теплый шкафчик, где тесто хорошо подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Отправляю опару в микроволновку примерно на 30-40 минут. Опара у меня прекрасно подошла, увеличилась в объеме больше, чем в 2 раза. И сейчас мы сделаем такое первое тесто. И для него мне понадобится, конечно же, опара, также 135 граммов муки, 2 яйца, я использую яйца крупного размера, 45 граммов мягкого сливочного масла и 30 граммов сахара. В миску большего размера я добавляю сливочное масло. Как видите, оно у меня очень мягкое. Всыпаю сахар и хорошо перемешиваю сахар с маслом. В отдельную миску разбиваю яйца. Добавляю 1 яйцо и добавляю следующее. Я это делаю для того, чтобы если вдруг попадется плохое яйцо, не испортить все тесто. Снова хорошо все перемешиваю. Посмотрите, как у меня подошла замечательно опара. Я ее перемешиваю и выливаю опару в миску. Еще раз хорошо все перемешиваю. В полученную массу просеиваю муку. И хорошо замешиваю тесто лопаткой до однородности. В итоге должно получиться вот такое жидкое однородное тесто.
Миску с тестом я закрываю пищевой пленкой. И сейчас тесто я отправляю в холодильник на ночь. И также сегодня я еще замочу на ночь изюм. Здесь у меня 115 граммов изюма и 35 миллилитров рома. Можно использовать и коньяк. Заливаю изюм ромом. Если вы не хотите использовать спиртное, вполне можно заменить ром и коньяк апельсиновым соком, либо изюм просто замочить в воде. Миску с изюмом также закрываю пищевой пленкой. Тесто всю ночь стояло у меня в холодильнике. И посмотрите, насколько оно сильно увеличилось в объеме, даже в холодильнике. Сейчас тесто я вот так вот обминаю. Вы видите? Тесто прекрасно выбродило всю ночь в холодильнике. Итак, продолжаем делать тесто. В миску я отправляю мягкое сливочное масло 100 граммов. Конечно, все ингредиенты потом я распишу под видео. Добавляю сахар 100 граммов и хорошо взбиваю миксером. Масло с сахаром я взбивала примерно в течение 4 минут. Масло стало пышным и светлым. И теперь сюда добавляю желтки. Здесь у меня 3 желтка от крупных яиц. Хорошо взбиваю. Добавляю в миску цедру 1 апельсина, 1 лимона и 1 лайма. Панеттоне должен быть очень ароматный. Также добавляю 30 граммов меда. И добавляю первое тесто. Снова все хорошо перемешиваю миксером. Хорошо все перемешали. И сейчас я поменяю насадки на миксере. Сегодня тесто для панеттоне я буду полностью вымешивать миксером, так как это довольно трудоемкая работа. Забыла добавить экстракт ванили, 1 чайную ложку. И сейчас просто перемешаю лопаткой. Сейчас в тесто я просеиваю муку 280 граммов. Добавляю 6 граммов соли. Сейчас тесто первоначально я вымешу лопаткой. Сейчас в тесто я вмешала всю муку. Лопатку убираю. И теперь работа за миксером. Тесто надо очень хорошо вымесить миксером. Я поменяла насадки на миксере. И теперь вымешиваю в течение 10 минут. Я вымесила тесто в течение первых 10 минут. Посмотрите, какое оно сейчас стало. Сейчас и миксеру, и тесту я дам время отдохнуть, примерно минут 5. Пока миску с тестом я закрою пищевой пленкой, чтобы, конечно, тесто не заветривалось. Как видите, я прикрыла и лопасти миксера. Сейчас я буду второй раз вымешивать тесто, тоже примерно в течение 10 минут. Я второй раз вымесила тесто. Посмотрите, каждый раз тесто становится уже совершенно другое по своей структуре. Сейчас миску я снова закрываю сверху пищевой пленкой и оставлю тесто и миксер отдыхать еще на 5 минут. Сейчас будем взбивать тесто 3-й раз. Также в течение 8-10 минут. И, кстати, хотела сказать, я взбиваю тесто довольно интенсивно на 2-3 скорости миксера. Я сейчас тесто вымешиваю уже почти 10 минут, 3-й раз. И посмотрите, насколько тесто поменялось. Оно фактически отлипает от стенок миски. Вы видите, оно наматывается уже у меня вот так конкретно на венчике. И видите, вот так вот отлипает от миски.
Если вы видите, что у вас уже получилось такое тесто, значит это прекрасно. Значит вы его очень хорошо вымесили. Сейчас в тесто я буду добавлять изюм, который у меня стоял и замачивался в роме всю ночь. Я слила остатки рома через сито. И также в тесто я добавляю 115 граммов цукатов. Хорошо перемешиваю миксером примерно 3 минуты. Итак, тесто я вымесила. Я взяла чистую миску и хорошенечко смазываю ее растительным маслом без запаха. Перекладываю в миску тесто. Здесь в мисочке у меня просто чистая вода. Руки смачиваю водой, беру тесто, приподнимаю и вот так вот складываю его сюда. Теперь с другой стороны и с другой стороны. То есть получается, как бы я складываю тесто с 4 сторон и переворачиваю его вот таким образом. Миску с тестом я закрываю пищевой пленкой и оставлю так тесто в теплом месте примерно на полчаса. Обычно, кто смотрит мои видео, наверняка уже все знают, что я отправляю тесто всегда в микроволновую печь, рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто прекрасно подходит. У меня прошло 30 минут. Посмотрите, тесто уже сейчас как хорошо поднялось. Конечно, это тесто очень сдобное. Ему для подъема требуется больше времени. Руки я снова смачиваю водой. И вот так вот тесто снова складываю с 4 сторон. Закрываю миску снова-таки пищевой пленкой. И сейчас тесто я отправляю на расстойку. Сколько это может занять времени? Может быть часа 2, может быть чуть больше. Как я уже сказала, тесто сдобное. Тесто должно увеличиться в объеме более чем в 2 раза. И как обычно я его ставлю в микроволновку. Посмотрите, какая красота получилась. Тесто у меня поднялось, заполнило фактически всю миску до самого верха. На расстойке тесто у меня стояло 2 часа 30 минут. Стол я смазываю растительным маслом. Руки также смазываю растительным маслом. Выкладываю на стол тесто. Посмотрите, какое живое тесто. Оно просто дышит. Сейчас тесто я вот так вот слегка подбираю. Вы видите, какое оно нежнейшее получается. По-настоящему живое тесто. И сейчас это мое потрясающее тесто я делю на 4 части. Я буду делать 4 панеттоне. Каждый кусочек теста у меня получился примерно 323-325 граммов. Выпекать панеттоне я буду в вот таких бумажных формах. Диаметр формы 11 сантиметров, высота 8. И сейчас будем формировать панеттоне. Руки снова смазываю растительным маслом. Слегка вот так вот подберу тесто. И посмотрите, я тесто вот так вот буду очень аккуратно округлять. Если надо, берите еще немного масла. Округляю внутрь. И перекладываю очень аккуратно в форму. Форма должна быть заполнена примерно наполовину, можно даже чуть-чуть меньше.
так как тесто очень хорошо увеличивается в объеме. Снова формирую панеттоне. И как видите, формы маслом я не смазываю, так как сейчас у меня и руки в масле, и стол в масле, поэтому этого вполне достаточно. Панеттоне я установила на противень, который потом же буду вставить в духовку, для того, чтобы потом эти бумажные формы не переносить в руках, так как тесто здесь очень такое живое, и если вы все это будете делать неаккуратно, тесто может осесть. Поэтому надо действовать, конечно, очень аккуратно и бережно. Сейчас формы с тестом я накрываю пленкой. Это у меня просто чистый разрезанный пакет. И сейчас тесто я оставлю на расстойке. Тесто должно заполнить фактически всю форму. На это может уйти, конечно, разное количество времени. Ну, примерно около 2 часов. Все зависит от того, какая температура у вас в комнате, вообще как подходит тесто. Но, как я уже говорила, тесто сдобное, поэтому довольно трудно подходит. В общем, ждем, пока тесто заполнит всю форму. Панеттоне стоят на расстойке у меня примерно час. Посмотрите, они уже почти заполнили форму. Сейчас с них я снимаю пленку и оставляю еще на расстойке, пока они не заполнят всю форму, но уже без пленки. Посмотрите, как поднялось тесто. Оно заполнило всю форму. Тесто стояло у меня на расстойке 2,5 часа. И сейчас надо сделать очень интересную вещь. Берем лезвие и делаем вот такой крестообразный надрез. Теперь руки я слегка смачиваю водой и вот так вот эти края теста отгибаю. Все это нужно для того, чтобы у панеттоне выросла красивая шапочка. В середину разреза я укладываю небольшой кусочек мягкого сливочного масла. Духовка у меня уже очень хорошо разогрета до 170 градусов. Я сначала сделаю надрезы, а потом на все панеттоне положу кусочек масла. Выкладываю по кусочку масла, совсем небольшому, и отправляю мои панеттоне выпекаться при температуре 170 градусов. Первые 5 минут у меня включен только низ духовки. Затем я включаю низ и верх духовки и выпекаю панеттоне еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Панеттоне я достала из духовки. Друзья, вы просто не представляете, какие они ароматные, как они пахнут великолепно. У них выросла вот такая красивенная шапочка. Ой, горячая. Они такие воздушные. Конечно же, обязательно надо проверить готовность на всякий случай. Но я вижу и так, что панеттоне у меня полностью готовы. Выпекались они у меня всего ровно 35 минут. И сейчас очень важный момент. Панеттоне надо подвесить головой вниз, для того, чтобы у них сохранилась вот эта красивая шапочка сверху. Итак, посмотрите, я сейчас панеттоне переставила на решетку. И здесь у меня бамбуковые шпажки. Как видите, они длиннее, чем моя форма. И я аккуратно делаю вот такой прокол и прокалываю шпажкой панеттоне насквозь. Вот таким образом. Друзья, я, конечно, рекомендую сразу же продумать, куда вы будете подвешивать куличи. Потому что их надо подвешивать, конечно, горячими. После того, как проткнули панеттоне, сразу же его надо подвесить. У меня здесь стоит 2 стула, между которыми поставила 2 палки. И вот на эти 2 палки я подвешиваю куличи. И таким образом я подвешиваю все панеттоне. Конечно же, все это делается для того, чтобы у панеттоне не осела вот эта чудесная шапочка, потому что здесь настолько легкое и пышное тесто. И таким образом надо оставить подсыхать и остывать панеттоне примерно на 5-6 часов. Я их оставляю на ночь. У меня прошла ночь. Конечно же, куличи остыли.
и подсохли. И теперь надо достать из них вот эти бамбуковые шпажки. Вес одного такого панеттоне после выпечки у меня получается примерно 300 граммов. Посмотрите, какой он получается легкий, воздушный. И что я могу сказать? Конечно, панеттоны можно украшать по-разному. Вообще обычно их никак не украшают. Но можно присыпать сахарной пудрой. Или, если вам нравится, вы можете украсить их, как традиционно украшают наши куличи, глазурью. Много рецептов глазури есть у меня на канале. Заходите и посмотрите. Друзья, я просто в восторге от этих куличей, от этих пасхальных итальянских куличей. Я говорю вам сразу, здесь просто невероятное тесто. И я считаю, что это тесто, наверное, одно из самых лучших из тех, что я готовила на куличи. Оно невероятно пышное, нежное, воздушное. Вот я так аккуратно его руками даже разрываю, потому что страшно его примять даже не хочется. Настолько оно классное. И я сейчас попробую. Это просто что-то невероятное. Мне даже трудно подобрать слова. Какое ароматное, такое вкусное, сдобное, сладкое, отличное. Я думаю, всем надо попробовать приготовить такой замечательный итальянский кулич. И вы убедитесь в этом сами, насколько он вкусный. И, конечно, на моем канале много рецептов куличей. Я вам рекомендую. Приготовьте, попробуйте, выберите свой самый вкусный рецепт и приготовьте его на праздник Пасхи. Я поздравляю всех с наступающим светлым праздником Пасхи. Желаю всем приготовить самые вкусные и красивые куличи. Пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!